Всем привет! В этом видео хочу рассмотреть такие понятия, как продуктивность и эффективность. И почему продуктивность без эффективности практически бессмысленна. Потому что многие из нас, когда говорят о том, что, задумываются, точнее, о том, что нужно повысить свою продуктивность, нужно быть продуктивным, нужно быть то, все, мы это все измеряем в каких-то количественных параметрах. То есть, сколько часов мы проработали, сколько дел мы сделали, сколько галочек мы поставили, какой процесс, какое количество, точнее, задач мы сделали, какой процесс мы прошли и так далее. То есть мы оцениваем себя по результатам. То есть если у нас много результатов, много галочек, много сделанных дел, много просиженных часов, значит мы были продуктивными. Нам кажется, что вот это главный критерий, количественный. Но все дело в том, что количество – это еще не все. А вот как мы проводим это время, то есть качество тех дел сделанных, тех часов просиженных, тех результатов, которые мы получили, это уже другое. То есть это как раз-таки эффективность. То есть продуктивность – это про количество, а эффективность – это про качество. Потому что вы можете 8 часов просидеть над учебой. Да, вы были объективно продуктивны. То есть вы потратили достаточное количество времени на обучение. Вы там читали, писали, делали конспекты и так далее. Но если посмотреть с точки зрения эффективности того, что вы делали. Вы делали это все активно, либо вы это делали все пассивно. Вы делали активный конспект, вы читали, пересказывали, делали тестирование. То есть вы активно проводили это время. То есть то количество информации, которое вы запомнили за это количество времени, определяет вашу эффективность. То есть это время и то, что вы получили, и какого качества вы это получили, за счет чего вы получили этот самый результат. То есть это и есть эффективность. То есть если вы потратили 8 часов на то, чтобы разобрать один параграф, например, просто потому что вы его читали, и больше ничего с ним не делали. На следующий день, скорее всего, вы очень мало что вспомните, поэтому эффективность вашего обучения крайне мала. Если же вы все эти 8 часов активно взаимодействовали с текстом, вы один раз его прочитали, потом ответили на вопросы, потом разобрали то, что вам непонятно, потом еще раз прочитали, потом опять ответили на вопросы, прошли тестирование, рассказали какому-то другому человеку, составили конспект, ментальную карту, сделали карточки, еще раз прочитали. То есть провели эти 8 часов более эффективно, потому что на следующий день или там через день в вашей голове очень много информации осталось, потому что вы очень активно с ней взаимодействовали, а если вы еще припомнили ее, не открывая первоисточник, то есть вы еще повысили качество ваших знаний, а значит и качество проведенного времени, которое вы провели, которое вы потратили на вот этот весь процесс. То есть эффективность вашего дня была достаточно высока. Так что еще раз повторюсь, продуктивность – это про количество, эффективность – это про качество. И когда вы думаете о том, что мне нужно как-то вот повысить свою продуктивность, никогда нельзя забывать про эффективность, потому что мы можем делать что-то очень долго, очень муторно, вы потратите на это много времени, как я сейчас вот рассказала про обучение, но по факту ваш результат будет настолько маленьким в отрезке времени, то есть за это время вы могли гораздо больше сделать. И гораздо эффективнее, что эффективность стремится к нулю, и это получается бессмысленное планирование. То есть если вы делаете слишком много телодвижений, но по факту у вас не так много результатов, и качество этих результатов достаточно низкое, то ваша продуктивность в целом на самом деле падает. Поэтому я призываю к тому, чтобы вы всегда отслеживали все свои процессы с точки зрения того, а качественно ли вы их делаете. То есть вы должны смотреть на результат, вы должны смотреть на время, вы должны смотреть на то, какого качества это все получилось и стоит ли оно того. Потому что меня вот часто спрашивают, зачем заморачиваться со всеми этими стратегиями обучения, что-то там не придумывать, как раз таки использовать, как-то себя ломать, потому что это не характерно для нас, все вот эти активные процессы. Потому что можно вот как бы сесть, прочитать и как-то что-то ты запомнишь. Да,
что-то ты запомнишь, но качество и количество информации, которая запомнится, вообще не равно тому количеству времени, которое вы потратите. Особенно если вы будете зубрить, это будет очень большое количество времени и очень маленький результат, и очень краткосрочный результат. То есть оно абсолютно не будет стоить того времени, которое вы на это потратили, тех сил, которые вы на это потратили. Но в противовес тому, что вы будете активно использовать процессы запоминания, взаимодействия с информацией, то есть за то же время вы получите гораздо лучший результат, более стойкий результат, более долгосрочный результат, поэтому качество проведенного вам времени будет равняться тому результату, который вы получите, и значит, как бы в долгосрочной перспективе это очень перспективное дело, и вы получите гораздо лучший результат и не потратите свое время зря. Так что продуктивность — это не только про галочки, про списки, про то, какое количество дел вы сделали. Если вы сделали массу дел, но по факту большинство этих дел либо пустые, либо бессмысленные, либо их можно было сделать в какой-то другой день, либо просто времени не пришло для этих дел и так далее. То есть это не про количество. Это не про количество времени, которое вы сидите и что-то делаете. Это и про качество того, что вы делаете, как вы делаете, какой результат вы получаете, и достоин ли тот результат потраченного времени и сил, которые вот вы на него потратили, по сути. Вот, поэтому не забывайте, пожалуйста, про это. Тогда ваша продуктивность будет по-настоящему такой продуктивной, то есть вы сможете тогда повысить качество вашего и планирования, и, в принципе, вашей жизни, потому что если усовершенствовать вот в этой парадигме продуктивности и эффективности каждое свое дело, то вы сможете из каждого дня выжить максимум, и еще обязательно останется на отдых. Потому что, скорее всего, многие процессы можно усовершенствовать, чуть-чуть подумав о том, как их сделать лучше, как их сделать эффективнее, и лучше потратить оставшееся время на отдых, потому что отдых — это всегда полезно, это всегда хорошо, мозгу нужно отдыхать, и вам тоже. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.